Мійко. Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана, і ви потрапили до мене під Київ у мій садок. Сегодня расскажу, как я готовлю розы свои к зиме. Некоторые цветут еще, и впереди перед вами полька красивая. Отвечу на вопросы. На один интересный вопрос вы задавали. На просторах интернета гуляет новый тренд. Расскажу, как я к этому отношусь. Что я делаю, какие розы буду укрывать, а какие нет и почему. Посмотрим. Цветут они, конечно, уже вчера и позавчера были сильнейшие ливни. И даже те, которые красивые, намокли, но все равно 8 октября, а мои розы выглядят вот так шикарно. Идемте. Буду открывать свои секреты, которых нету. С чего я начинаю подготовку к осенне-зимнему сезону 24-25 со своими розами? Это, конечно же, с осенних удобрений. Ну, сейчас об этом говорить уже поздно. Их надо было вносить в начале сентября. Осенние удобрения. Если опоздали, не огорчайтесь. Особого прямо вреда вы своим розам не причините. Я под корень рассыпала осеннее удобрение. Следующим этапом я стала обрезать свои розы. Вы спрашивали, почему так рано? Некоторые только из них, не все. Те, которые цветут, оставляла и постепенно обрезала те, которые уже шиповник на концах своих побегов. Вместо цветов у них был. Их оставляла. У нас еще дожди такие были. И розы, которые даже и цвели, немного приуныли. Вот эту розу, например, я взяла и пропустила в своих обрезках. Видите, у нее уже стал шиповник на краях побегов. Это, кстати, они так розы накапливают сахар и будут зимовать своими силами за счет сахаров, которые в шиповнике. Ну, а мы их обрезаем, да, потому что нам такие высокие они не нужны. Обрезала розы, те, которые не цветут. На какую высоту я обрезаю? Я все подряд, и чайно-гибридные, и флорибунды. И у меня даже на этом розовом кругу есть две плетистые розы. Это Сабрина и Полька. Их я буду укладывать под укрытие. Обрезаю, как я сказала, на одну высоту, где-то 35-40, не выше. И флорибунды, и чайно-гибридные просто обрезаю. Сухие ветви не удаляю. Это я буду делать уже весной. Почему? По двум причинам. Чтобы не дергать кусты, не выпиливать, потому что весной придется делать это повторно. До какой высоты? Мы обрезаем, конечно же, до хорошего среза. Чистого, вот такого беленького, без всяких дырок в середине ствола. Хорошим острым секатором, кусторезом, сучкорезом или пилой, если вы решите какие-то ветви удалять. Срез должен быть белый. Все на одну высоту. Лист я оставляю, во-первых, после первых морозов. А они будут так у меня стоять до морозов. Часть листвы облетит, а та, которая не облетит, можно. Но это заранее надо сделать. В конце октября, в начале ноября, зависит от температуры, железным купоросом по инструкции развести и обрызгать все розы. Это и профилактика, как фунгицидом, и лист получает
такой своеобразный химический ожог и облетает. Самое главное, смотрите, чтобы железный купорос не попадал на хвойные растения. Там уже ожог не восстановится или восстановится долго. Следующее после обрезки, что я делаю, это, конечно же, надо прополоть всю траву, убрать вот так вот. И по возможности мульчируем розы. Или перегноем, или компостом. Или если у вас вообще ничего нету, ни конского навоза, обязательно перепревшего, тогда можно просто садовой землей нагрести такую холмик, кучку вокруг роз. Самое главное закрыть прививку. Это обязательно сантиметров на 5, на 10 даже можно холмик сделать. Для чего это делается? Вот эту свою круглую клумбу как раз напротив входа я уже подготовила. Эти розы, которые красивые белые, Жанна Моро, Wedding Bells, и одна красивая чайно-гибридная розовая роза, по-моему, Гаджарас или Гаджара, они у меня зимуют без укрытия. Почему? Потому что я их с первого года обрезаю низко и укрываю просто лапником. Просто беру, закидываю ветками, 2, 3, 4 ветки и мульчирую вот так вот, как я вам сказала, землей. Ну, тут у меня компост и немножко земля с травой. Они были замульчированы травой. Я немножко оставила землей. Еще перед самыми холодами еще больше нагребу такую кучку. Укрывным агроволокном они у меня не укрываются. Это чайно-гибридные розы, которые я не укрываю. Еще я не укрываю свои почвопокровные розы. Это розы Quadra Seasons, Аспирин и Надя Миян Декор. На примере Quadra Seasons я вам показываю, насколько коротко я обрезаю свои почвопокровные розы. Никакие ветви не оставляю. Эта роза растет у меня уже 3-й год и ни разу за зиму не обмерзла. 2 или 3 слоя еловых сосновых веток и все. Снегом заметет и будет ей счастье. Самое главное для роз это, как вы знаете, не мороз, а выветривание холодным морозным воздухом из ветвей всей влаги. Почему? Потому что розы могут выдержать и -5, и -10. Именно в это время мы накрываем свои розы, да, когда -10 у нас уже температура среднесуточная, тогда можно начинать укрытие. Вот эта почвопокровная роза Аспирин. Я ее еще не обрезала. Буду обрезать также коротко на такую же высоту. Там подготовила яму, пионы жду. Должны прийти пионы. А мадемуазель Миян все цветет у меня. Я первый раз ее такое цветение вижу. Тем более в октябре. Тем более после 2 дней ливней. Роза хороша. Ее я, кстати, укрываю, обрезаю сантиметров 30 оставляю и агроволокном в 2 слоя. Следующее, когда мы замульчировали, что я делаю дальше? Я ставлю дуги. Вот эта роза Quadra Seasons. С другой стороны я ее тут не обрезала. Ветка мне сильно понравилась. Смотрите, какая длинная, большая. Кстати, почвопокровные розы можно вести даже как небольшие плетистые. Поднимать вот эти ветви, закреплять на опору их, и будет красиво. Или букетом ставят сетки, и красиво получается.
почвопокровные розы, довольно пластичные розы, из них можно такие красивые клумбы сделать. Почему? Потому что они в ширину, вот эти плети, растут очень сильно. В высоту у них ветви поникают, а в ширину стелятся, но довольно крепкие. Очень хорошо все почвопокровные розы у меня зимуют. Ну и вот, ставим дуги. После того, как пропололи всю траву, замульчировали наши кустики, я ставлю дуги. И забываю о розах на месяц, на целый месяц, до числа 15 ноября. Ну, зависит от того, конечно, какая температура будет. Как я сказала, минус. Почему ставлю дуги сейчас, а не позже? Потому что земля замерзнет, и потом их с трудом вы сможете заглубить в землю. А если у вас это и получится, то они все равно могут выскочить. А так они вместе с землей замерзают и крепко будут держать наш туннель. У меня тут туннель по всей клумбе моей, вот этой розовой. В ней один раз Майя туда в середину залезла и покололась, застряла зимой. И мы ее откапывали, я рассказывала вам. Следующим этапом, что я буду делать со своими розами, я потом перейду к своим плетистым розам. Их я буду наклонять. Кстати, вот сегодня можно было этим заняться. После дождя надо постепенно наклонять. За 2-3 дня у плетистых роз побеги. Постепенно вырезать старые, 2-3-летние. Ну, 2-летние не надо, можно оставить, 3-летние вырезать. А оставлять базальные побеги этого года и прошлого. Почему я все свои розы начала готовить к зиме, обрезать так рано? Ну, по нескольким причинам. Во-первых, роз у меня очень много, как вы видите. Только тут 72 куста, вообще по участку уже больше 200. Постепенно по 3, по 5 роз в день для меня это неутомительно. А если с утра до вечера заниматься только розами, долго так мне не понравится. Я не люблю одну и ту же работу долго делать. Менять всякие виды работы, тогда это не в напряг получается. Во-первых, что очень много роз. Ну и второе, почему так рано начала, потому что много роз еще цветет, а некоторые уже на шиповник вот так вот стали переходить и, ну, непрезентабельно выглядят. Мне не нравится, когда такие ветки. У некоторых позасыхали даже нижние побеги. Постепенно выпиливаю, совсем уже некрасивые, обрезаю ветви, а Вадим Петрович их потом дробит. И мульчирую и гортензии свои, и хвойные. Сейчас покажу молодые розочки, которые получила, как они укоренились. Вот тут у меня высажено 2 новых розы. Эрик Таберли на заднем плане плетистая и Лоланде Помероль. Гарольд Вольфард роза из серии «Великие повара». У меня еще одна роза есть, Тьерри Маркс. Отличная роза. Вот вы ее видите, любуетесь. Многие уже купили по моей рекомендации. Вот это Лоланде Помероль. Еще одна роза. Будем любоваться. Такая темно-фуксиевая. Молодые ваши посадки также надо сильно замульчировать, прикрыть травой или лучше не травой, а хвойным опадом, но не увлекайтесь. Я в этом году свою розу Golden Celebration сильно уж залюбила, сильно закрыла, укрыла, и она у меня выпряла. Это роза, поэтому будьте в своей любви к цветам все-таки благоразумны. И старайтесь
не переусердствовать. Как я сказала, самое главное роза не высота укрытия, толщина агроволокна, а просто защита от ветра, холодного зимнего ветра. Что еще хотела рассказать вам, показать? Вот что. Смотрите, кстати, чайно-гибридная роза, которая у меня есть и в форме плетистой. Вот такая красотка. Вот в этом году меня некоторые розы прям удивили. До самого низа вот ни одной черной точечки. А как красиво чайно-гибридная роза парфюм Роял. Смотрите, блеск по листу. Прямо блеск. Такой у нее лист и на плетистой форме. Правда, у меня в этом году они очень плохо. У меня уже 2 розы, и она хорошо укоренилась. Я ее начеренковала зимой в теплице, если вы видели видео. Укоренилась, и я ее высадила. У меня маленький кустик из черенков. И вот цвести даже собирается. Наверное, не доцветет, холодно. Вот на какой вопрос хотела ответить. Мне задали в комментариях. А вы не обрезаете, не оголяете ли ноги у кустов роз? Я вначале удивилась, что это за новый тренд такой, что это за тенденция и зачем у роз оголять ноги. Нашла я то видео. Что я хочу сказать по этому поводу? Сама идея, конечно, правильная, как бы. Там смысл в чем? Все болезни у роз идут снизу, все пятнистости, все такое. Ну, не все болезни, в основном болезни у роз начинаются снизу. То есть, если мы удалим нижнюю листву у роз у наших, то наши розы будут здоровы до самых холодов. На мой взгляд, часть истины в этом есть. Если у вас позволяет время, если у вас 10 кустов роз или даже 50 кустов роз, вы вполне можете этим на досуге заняться. Взять и удалять нижние побеги у роз. Вот эта ветка какая выстрелила. И тогда, возможно, ваши розы не заболеют. Но с учетом, если вы их профилактически обрабатывали. Это мое такое мнение. В противном случае все равно не заболеют. Потому что у роз это такая их черта, свойственна этим растениям. Они хватают пятнистость. Я в свободное время, которого у меня в саду почти нету, занимаюсь стрижкой хвойных. Все свои 200 с лишним кустиков сидеть и обрезать нижние листики, я считаю неразумно. Неразумная трата времени на это все. Смотрю, какие розы высокие. Какая роза здоровая. Я за эту розу вам уже тоже рассказывала. Это Ля Фонтен Перле. И показывала, и шорты у меня есть. Красивая роза. Так что на вопрос я вам ответила. Если есть желание чем-то позаниматься в саду, можете садиться и обрывать нижние листики. Удалять слабые побеги. У меня этого времени нет. Я хоть бы успела до морозов попересаживать все свои планы, обрезать все свои хвойные, туи пирамидалис, кто спрашивал. Впереди у нас ярко-салатовые. Ну что, надеюсь, все свои секреты, не секреты я вам порассказывала. Я буду постепенно, день за днем, понемножку готовить свои розы, пропалывать. Еще у меня был, вот подошла сюда, увидела эксперимент такой. Было замульчировано травой все розовые кусты. А почему-то в конце августа, после вот тех сильных жары той, а потом дождь у нас сильный лил, потом опять жара. В общем, почему-то стали
у некоторых роз желтеть нижние листья. Я подумала, что это перепрела. Трава у меня сильно залита, я полив постоянно в жару включала. Решила убрать всю траву. День на это потратила. С этого круга из желтого розария я убрала всю засохшую траву. Ну и как по итогу у меня травой стала зарастать вся клумба. И вот теперь я думаю, или мульчировать чем-то, или не мульчировать, а пропалывать. Когда травы нет, надо просто хотя бы раз в неделю прорыхлять вот так вот почву, и сорняков не будет. Но тут палка о двух концах. Сильно пересыхает земля под розами, что тоже не есть хорошо. Как я буду решать этот вопрос на следующий год, не знаю. Может быть, корой все засыплю, но это по деньгам, наверное, получится сильно уж дорого. Подумаю. Травой как-то мне не хочется. Ну, на сегодня, я думаю, я вам рассказала, показала про розы все, что хотела. Ну, сегодня я вам рассказала много или не очень, полезно или не очень. Решайте сами. Вы в своем саду хозяйки, поступайте, как вы считаете нужным. Посмотрите в интернете, кто как готовит розы к зиме, и сделайте свои выводы. Все зависит от того, в каком климате вы живете, какая у вас климатическая зона. 5-я, 4-я, 6-я, 7-я. От этого зависит и подготовка роз. Но одно надо знать, что растения откликнутся на ваш уход, на вашу доброту, заботу и порадуют вас весной и следующим летом 2025 новыми красивыми цветами. Розы так особенно. Вот эта роза, кстати, Гранди Жардини Итальяне. Во-первых, она по росту, смотрите какая. А во-вторых, такая ароматная. Если вы ее еще не заказали, но вот эта стрелка, она, конечно, выдала такой сюрприз мне. А вот эта роза Гёте. Такие цвета мне нравятся. Я заказала 10 новых роз. Среди них 6 английских в таком цвете. Розы украшают мой сад. С них он начался. Одним из первых я посадила свой розовый круг. До встречи в следующем видео. Буду, наверное, рассказывать, какие садовые работы я буду делать обязательно в октябре. Может быть, вы что-то пропустили, и вам это надо. До встречи. Всего хорошего.